Эй, щенок, взять. Когда вы познакомитесь, он будет узнавать твой голос. Да, я знаю. К9. Собачья работа К9. 1989 года. Комедия режиссера Рода Дэниела с Джеймсом Белуши в главной роли. Название картины – это принятое в англоязычном мире наименование кинологического отдела полиции К9. K9 схоже по произношению с английским Canine – собачий. Слоган. Один немного сообразительнее другого. Эта обворожительная комедия вышла в 1989 году и стала одним из первых полицейских фильмов, проникших в СССР на видеокассетах еще в одноголосом переводе. В те годы были очень популярны фильмы на тему американской полиции, Голливуд штамповал их пачками. 48 часов, Смертельное оружие, Крепкий орешек, Танго и Кэш, Кобра. Да их было снято вагон и маленькая тележка. Все они были однотипные, похожие друг на друга. Студия Universal решила внести свои 5 копеек, но так, чтобы они отозвались приличным рублем. Сказано, сделано. К съемкам привлекли режиссера Рода Дэниела, который до этого снял всего 2 фильма. Задача была сделать легкую смешную комедию о полицейском и его необычном напарнике – овчарке. Вышедший фильм покорил сердца зрителей. При бюджете $17 миллионов картина собрала в прокате более $78 миллионов. Было снято 2 продолжения. Фильм помнят и любят до сих пор. По ходу сюжета нас ждет масса едких шуточек от героя Джеймса Белуши, забавные и веселые ситуации, связанные с долгим поиском общего языка между человеком и собакой. Ты мошенник. Ты слушал все, что я говорил? Так вот, можешь забыть все, что я сказал. Потому что я думал, что говорю с мертвой собакой. В совокупности это все и стало тем фактором, из-за которого российский зритель полюбил эту взрывную парочку. В фильме звучит песня «Yellow Oya». После съемок фильма Джеймс Белуши завел себе 2 немецких овчарок, которые исполняли роль Джерри Ли в следующих фильмах трилогии. Мэг в фильме К911 1999 года, Кинг в фильме К9 P.I. 2002 года. Джеймс Белуши в К9. Собачья работа 1 предстал на экране полицейским, обожающим своего друга овчарку. Недаром полицейскую комедию К9 сравнивали с российским фильмом «Ко мне, Мухтар» 1964 года с Юрием Никулиным. Оба фильма были об одном и том же – о дружбе человека и собаки. Я альфа-лидер. Я не хочу с тобой спариваться. Подействовало. Актеры и роли. Джеймс Белуши – детектив Майкл Дули. Мел Харрис Трейси – подруга Дули. Кевин Тай Лаймен – крупный международный наркодилер. Эд О'Нил – сержант Бренниган, кинологический отдел. Шерман Ховард Дилан – подручный Лаймена. Джеймс Хенди – лейтенант Байерс, непосредственный начальник детектива Дули. Дэниел Дэвис Хольстед – подручный Лаймена, владелец автосалона. Джош Шнайдер Фредди – мелкий преступник и информатор, работающий на детектива Дули. Пруит Тейлор Винс – Бенни Мул – подручный Лаймена, проваливший задание убрать Дули. А вы, чтобы все было в порядке, я не собираюсь сидеть и ждать. Пожалуйста, простите. Поверьте, вы только что спасли мне жизнь. Это было ни к чему, но у вас и коленка. При всей харизматичности актера Джеймса Белуши в К9. Собачья работа, исполнившего главную роль полицейского Майкла Дули, успех фильму обеспечил не он, а его хвостатый напарник, немецкая овчарка чепрачного окраса, которую по фильму звали Джерри Ли. Разумеется, пес-актер всего лишь выполнял заранее спланированные и выученные с дрессировщиком трюки, но в кадре зритель видел сообразительную собаку, затмевавшую своей харизмой и умом исполнителя главной роли. Внимательный зритель может заметить, что у Джерри Ли от сцены к сцене несколько меняется интенсивность окраса, где-то черные пятна на голове более яркие, а где-то более бледные, а все потому, что эту роль играли сразу 4 собаки. Подбором животных для фильма К9. Собачья работа занималась дрессировщица Гейл Муринг. Как говорят, она пересмотрела порядка 4 десятков немецких овчарок, в итоге отобрала 4, среди которых была ее собственная собака по кличке Ренда, которой досталось больше всего экранного времени. Сюжет К9 очень похож на сюжет другого фильма «Тернер и Хуч» 1989 года с Томом Хэнксом, который вышел всего 3 месяца спустя. В то время это был один из самых дорогих сценариев, которые когда-либо видел Голливуд, он был продан за $1 миллион. В финальной сцене фильма К9. Собачья работа в больнице. Раненый пес Джерри Ли поднимает голову каждый раз, когда Дули поворачивается спиной, затем притворяется мертвым, когда полицейский смотрит на него. Дули в полном отчаянии, пока доктор не входит и не говорит ему, что собака жива. Дули оборачивается к Джерри Ли и говорит: «Ах ты засранец». Хотите верьте, хотите нет, однако этого не было в сценарии.
пес Ренда решил симпровизировать. К счастью, съемочная группа была наготове и смогла запечатлеть его великолепную игру. Поэтому этот эпизод смогли включить в законченный фильм. После фильма K9 «Собачья работа» вышло 2 сиквела. В 1999 году появился K911, в котором в помощь Джерри Ли и Дуле назначают 2 образцовых сотрудников – очаровательного детектива Уэллис и ее свирепого партнера, добермана Зевса. А в 2002 году вышел фильм K9 П и когда пара отправляется в последнее приключение, прежде чем навсегда уйти на пенсию. Антигероем к Майклу Дуле выступает Лайман в исполнении Кевина Тая, сыгравшего беспринципного мерзавца-наркодилера. С его характерной внешностью ему на роду было написано играть плохих парней. Актерский талант позволил Кевину Таю создать образ наркоторговца, вызывающего исключительно отрицательные эмоции. Он полицейский, он не просто полицейский, он мой напарник. Сумеете вынуть пулю? Я выну пулю. Сюжет фильма К9 «Собачья работа». История детектива из отдела по борьбе с наркотиками из Сан-Диего, который привык работать в одиночестве. Майкл Дуле в исполнении Джеймса Белуши – обычный эксцентричный одиночка, парень, который заказывает пиццу на вынос, чтобы есть ее в машине во время наблюдения, а позже подогревает ее зажигалкой. Он уверен, что знает, как перехватить поставку крупной партии наркотиков. Когда наркодилер уничтожает машину Майкла Дуле, расстреляв ее с вертолета, тот просит у босса новую машину. Начальство дает в помощь неуживчивому Майклу агента К9, собаку по кличке Джерри Ли, специально натасканную на поиск наркотиков. Одна проблема – собака имеет свое собственное мнение практически по любому поводу и не только не желает никому подчиняться, но даже начинает диктовать свои правила поведения окружающим. Тем не менее, Джерри Ли отлично ладит с Трейси, ее сыграла Мел Харрис, фактической женой Майкла, чем немало раздражает последнего. И когда наркодилер Лайман, роль исполнил Кевин Тай, похищает Трейси, Майклу приходится найти общий язык со своим четвероногим помощником и вместе выручать любимую женщину из беды. В финальной схватке Джерри Ли, получив ранение, спасает своего напарника. К9 «Собачья работа» вне всяких сомнений входит в список так называемых легенд видеосалонов 90-х. Фильм помогает расслабиться и с улыбкой, которая вызвана и умилением, и ностальгией, смотреть на приключения героя Джеймса Белуши в К9 «Собачьей работе 1». Занятная парочка Майкл Дули и Джерри Ли не устают нас развлекать на протяжении всего фильма. Для молодого поколения зрителей К9 не будет столь актуален, но для тех, кто помнит 90-е годы 20 века, этот фильм – его неотъемлемая киноистория. К9 «Собачья работа» – прекрасный фильм о крепкой дружбе человека и собаки, до отказа, укомплектованный шутками и забавными ситуациями, хорошим музыкальным сопровождением и щепоткой драмы для вкуса. И в нашем сознании навсегда закрепился этот магический код настоящей мужской профессиональной дружбы двух напарников полицейских – человека и собаки. К9 «Собачья работа».